Всех приветствую, вы на канале СПБ-Юг, с вами Николай. Решил сделать натуральную штамп кора дерева. Нашел кусок коры, это именно кора березы старая. Нашел я уже ее отделенную от самого пня. Были нарезанные куски дерева, она просто лежала рядом. Что я сделал? Я замочил на сутки в воде, чтобы размочить саму кору, так как она была полукруглая. Поставил ее под пресс на сутки, чтобы она приняла плоское положение. Дал высохнуть. Взял кусок гипсокартона и вот намазываю клеем, чтобы приклеить к гипсокартону. Делаю распорки на саморезы по бокам, чтобы по центру меньше щелей оставалось, потому что сама кора была полукруглая, и когда я ее поставил под пресс, посередине все равно были небольшие щели. Сверху положил еще под пресс, чтобы хорошо приклеилось на сутки примерно. Все, прошли сутки, кора очень хорошо приклеилась. В некоторых местах были щели, но я ими заполнил обычным детским пластилином в некоторых местах. Прежде чем смазывать разделителем и заливать полиуретан, я пропылесосил все частицы, которые плохо держались на коре, просто пропылесосил. Обрешетку я сделал из рейки 20 на 45. Одну часть я закрепил на пластилин, а основная часть у меня приклеена на тот же клей. Клей можно использовать любой, в принципе я использовал L-титан или мастер клей, они разных вариантов есть, морозостойкие, влагостойкие. Дальше тщательно промазываю разделителем, специальный для полиуретана. Промазывать, если будет кто-то заливать, промазывать рекомендую очень тщательно, потому что полиуретан очень сильно пристает ко всем изделиям. Все, дальше я уже подготовил полиуретан, смешал его, чуть-чуть отколеровал. Хотел отколеровать в коричневый цвет, но получился какой-то бежево-коричневый, светлый какой-то. Здесь поставил, где пластилин у меня закреплен, поставил такие вот подпорки, чтобы не вытек полиуретан, на всякий случай. Дальше просто феном прохожусь по верху, чтобы избежать пузырьков. Также оставляю на сутки. После суток просто вытаскиваю, снимаю подпорки, снимаю вот эту часть, которая у меня была закреплена на пластилин. Остальная часть у меня приклеенная уже, грубо говоря, навсегда. И вытаскиваю сам штамп. Кто-то скажет, да проще сделать валик или купить валик. Но я посмотрел много видео и решил сделать из натуральной коры. Каким бы валиком вы там не мазали, как бы вы ни пытались сделать, все равно настоящую кору можно отличить от искусственной. Ну, грубо говоря, сразу в глаза бросаться будет. Вытащил я штамп. Вот много частей коры осталось. Что я дальше сделал? Уже проверенный способ. Просто замочил в ванной еще где-то на сутки. И просто обычной щеткой жесткой это кусочки коры спокойно отделились от полиуретана. Размер у меня получился 38.
на 31,5, ну 31, грубо говоря. Получилась такая текстура по глубине где-то от сантиметр, максимальная где-то 1,5 сантиметра. Весь рисунок четко передался, все вот эти вот маленькие детальки коры, все передалось на полиуретан. Можно этот кусок разрезать на две части, вдоль, можно поперек. В принципе, полиуретан хорошо режется и строительным ножиком. Ну а как себя покажет этот штамп, как он будет штамповать, какой рисунок получится, какая текстура, глубина, и стоит ли вообще делать из натуральной коры дерева штамп, это уже будет в следующих роликах. Кто досмотрел до конца, всем спасибо большое за просмотр, удачи, крепкого здоровья, увидимся в новых роликах, всем пока!